Друзья, всем привет! Ну что, к нам подъехала новая камерка, и сегодня обзор на нее. Это камерка от нашего любимого продавца Anbiux, модель A28S на 4 мегапикселя, на 5 вольт и с двумя объективами. Поехали! Ну что, как обычно, начинаем с упаковки. И, как видим, в этот раз нас подмяло. Наша почта, конечно, решает. Все это дело идет у меня с Алиэкспресса. Беру я эти камерки у одного и того же продавца. Ссылки на все свои вещи я, конечно же, буду оставлять в описании. Смотрите, если вам будет полезно. Ну, а так, что можно сказать? Камерка с флешкой на 32 гига в комплекте в этот раз я взял. Модель, как я уже сказал, A28S на 4 мегапикселя. Но это не совсем так. Это два объектива по 2 мегапикселя. Камера у нас 2-мегапиксельная. И обратите внимание на 5 вольт. То есть обычно у нас камерки идут с блоком питания на 12 вольт. Здесь будет новшество в этом плане. Камерка у нас работает, как обычно, в Wi-Fi 2.4, 5 ГГц они не поддерживают. Ночное видение, двухстороннее аудио, там динамики, микрофон и motion detection. Также поворотная, влагозащищенная, с карточкой, поддерживающая до 128 гигов, и можно подключать облако. Но оно платное и стоит бешеных денег, поэтому, я думаю, оно нам не нужно. И производитель у нас Bezdar. Точно такую же камеру мы рассматривали с вами в предыдущем видео. Ну что, смотрим, что внутри. А внутри нас встречает вот такая вот камерка. Классический вид китайской поворотной камеры, которая вращается на 360 градусов. Ну, конечно же, с упором в конце. И вверх-вниз. С двумя антенками Wi-Fi. С обратной стороны с динамиком. Спереди с микрофоном. С датчиком, как видим, да, с датчиком света. И светодиодами. У нас здесь будет как инфракрасная подсветка, так и обычная. И самая фишка этой камеры — это зум. В данном случае у нее 5-кратный зум. Два разных объектива. Зум, конечно же, цифровой. Первое видит в стандартном широком поле 3,6, если не изменяет память, фокусное расстояние. А у второго фокус поменьше, угол обзора поменьше. За счет этого идет увеличение. И при увеличении в приложении он будет с одного объектива переходить на другой. Еще по самой камерке можно сказать, что у нас здесь снизу есть слот для карты памяти под резиночкой и кнопка сброса. Так, в комплекте у нас также идет блочок, обычный USB, длинный USB Type-C кабель. Обратите внимание, уже Type-C. Наконец-то мы переходим на стандартные разъемы, потому что предыдущие у меня были камерки для квартиры. Обзор на нее был здесь, там micro-USB, а здесь уже USB Type-C. И как видим, камера работает от 5 вольт. При этом у нее уже нет LAN кабеля, никакого LAN подключения здесь не предусмотрено. Ну и кнопка сброса внутри. Крепежики, инструкция. Все это работает по классике с приложением ITC. Про него мы уже рассказывали кучу всего. Так, а где наша флешка? А вот флешка. Флешка некая VL на 32 гига. Сразу поставим ее в камеру. Вот так вот. И все. Теперь можно подключаться. Значит, включим эту камерку. Протестируем ее в приложении ITC. Посмотрим, что она умеет, какой у нее есть там интересный функционал. И обязательно попробуем подключить ее к компьютеру. Ведь нас всегда интересуют всякого рода интересные скрытые настройки, такие как отправка на электронную почту и FTP сервер. Очень интересно, есть ли здесь такие штуки. Ну что, погнали? Итак, дорогие друзья, подключаем нашу камеру к приложению ITC. И что мы видим? А видим мы довольно стандартный функционал для камер подобного рода.
У меня уже была камерка на 2 мегапикселя. У меня уже была камерка на 2 объектива, и первое, что бросается в глаза, это вот на экране по центру полосочка увеличилки. Здесь от 1 до 5 крат. Как видим, хоп, оно переключается на другой объектив. И при этом у нас от цифрового зума переходит на второй объектив, и дальше идет снова цифровой зум. Ну вот, к примеру, давайте приблизим розеточку. Возьмем ее ближе к центру и начинаем прибавлять. Хоп. И давайте еще с SD качества перейдем на Full HD. Как видим, очень даже. Справа у нас находится переключатель между изображением SD и Full HD. Также можно включить PTZ, это повертеть камерой влево, вправо, вверх, вниз. Сделать фото, сделать видео в моменте с онлайн изображения. Включить-выключить динамик, обратную связь, и также включить-выключить микрофон. Жмем на кнопку и говорим прямо из камеры. Она работает как видеоняня. Также на главном экране мы можем увидеть меню облачного хранилища, которое у нас стоит заоблачных денег. Для примера я вам сейчас покажу. Если вы хотите, чтобы ваш видеоархив сохранялся хотя бы 7 дней, то на 12 месяцев это $60. Ну, много или мало, решайте сами, расценки вы видите. Дальше у нас идет меню карты памяти, это то, что мы записали на внутреннюю флешечку. Она у нас, напомню, стоит сейчас на 32 гига. Световая тревога. В режиме тревоги у нас камера будет или включать прожектор в человека, или оставаться в черно-белом режиме с инфракрасной подсветкой, либо менять одно и другое. И есть отслеживание движения. То есть камера у нас чувствительная на движение. Мы включаем эту функцию, и она будет следить за объектом, держать его в центре объектива. Также в камере присутствует функция круиз-контроля. Можем зайти в PTZ, в меню «Часто», переведено, конечно, криво, выбрать позиционный крейсер, набить нужное количество точек и нажать «Начать тур». И камерка по этим точкам пройдется, все периодически осмотрит. Это нужно, чтобы самостоятельно ее, допустим, не крутить по разным точкам. А кнопку нажал, она сама все показала. Еще мне понравилась, здесь есть такая интересная функция. Если перейти в Full HD режим, то у нас появляется окошко, в котором можно выбрать раздвоение экрана. И в этом окошке можно нажать вот кружочек с квадратиками, выбор экрана, и раздвоение экрана. Что же здесь будет? Снизу у нас идет зум. Поставим его, допустим, на максимум. А сверху идет экран, нажав на который мы можем на любую точку мгновенно навести камеру. Допустим, я вот жму на клетку с хомяком. Чик. Камерка сразу на него наводится. Хочу посмотреть на приставку. Чик. И мы смотрим уже на приставку. Хочу посмотреть вверх на шкаф. И мы смотрим вверх на шкаф. Блин, прикольно. Вернемся на розетку. Не попал. Вот. Удобная штука. Дальше пройдемся по основному меню. В основных настройках у нас, как обычно, инверсии, скорость поворота камеры. Камерка у нас, напомню, поворотная, крутится вверх-вниз, влево-вправо. Также можно настроить громкость динамика. В управлении памятью у нас идет информация о нашей флешке, в данном случае она на 32 гигабайта, и пишет у нас в цикличном режиме. Тут же можно отформатировать карточку. В настройках записи мы выбираем длительность и качество. Функция «Умная тревога» у нас имеет функцию «Человеческий тест». Ранее она называлась как Human Shape Detection. Зачем это нужно? Если мы включаем умную тревогу, то без человеческого теста, то при любом движении у нас сразу камера будет срабатывать на тревогу. Сразу будут приходить пуш-уведомления. А если мы включим человеческий тест,
то камера будет искать в кадре фигуру человека, и только при ее появлении у нас сработает тревога. То есть у нас не будет ложных срабатываний, а все это будет происходить только на фигуру человека. При этом у нас здесь еще есть чувствительности и разного рода дополнительные настройки по охране. Дальше у нас идет настройка сети. Там мы выбираем Wi-Fi сеть, либо AP-мод. В дополнительных настройках у нас идет включить функцию слежения и настройка широкого динамического диапазона. А в графе об устройстве у нас идет серийный номер, имя устройства, пароль устройства для подключения и так далее. Как видим, версия устройства X2VR2. Новейшая прошивка установлена, все работает нормально. Ну что, а теперь попробуем подключить ее к компьютеру и посмотрим, есть ли там что-нибудь интересное. Итак, начнем с того, что к CMS Polyvision подключить у меня данную камерку не удалось. Постоянно почему-то бьет Fatal Error, что при добавлении по IP, что по Cloud ID. Видно, эта камера совсем не дружит с этим приложением. Давайте попробуем VMS. Ну а в программке VMS, как видим, все нормально подключилось, причем подключилось по Cloud ID. Это говорит о том, что камеркой все-таки можно удаленно управлять через интернет. И это здорово. Как видим, в VMS здесь даже сразу есть и панелька зума. Чин-чин. Ну, вообще, эта программка новее, она прогрессивнее, поэтому ей, может быть, будет пользоваться даже еще и удобнее. Хотя я привык к CMS. По сути, одно и то же. Полностью все одинаковые функции. Просто расположены в разных местах. А я уже привык к тому. Ну что ж, продолжим. Значит, мы видим, что данную камеру можно подключить к программке VMS. Это хорошо. Ей можно удаленно управлять и настраивать ее через интернет. Для этого не обязательно быть в одной локальной сети. И давайте же посмотрим на настройки, которые нас интересуют в первую очередь. Интересуют нас в первую очередь настройки сети. Вот здесь они находятся в программке VMS. В CMS это называется служба. И что мы видим? А видим мы то, что здесь есть и отправка на электронную почту, и FTP сервер. Все, камерка классная, все присутствует. И отправка фото на электронную почту, и отправка фото и видео на FTP сервер. Эти функции для камеры я считаю жизненно важными. Все это есть. Кроме этого, также есть еще, как видите, куча настроек, API-фильтра, UNPP, Wi-Fi, RSTPS и так далее. Функционал достаточно богатый. Но, повторюсь, в первую очередь есть электронная почта и Wi-Fi. Как это настраивается, вот в этом вот плейлисте можете ознакомиться, будет очень полезно. Что же касается качества изображения, мы опять же можем зайти в конфигуратор. Здесь нам нужно выбрать сжатие. И мы увидим, что основной поток у нас идет в кодеке H265 и всего лишь 2 мегапикселя. Но на камере-то написано, что она на 4, но это не совсем так. 4 в данном случае китайцы имели в виду 2 мегапикселя один объектив и 2 мегапикселя объектив с зумом, с другим фокусным расстоянием. 2 плюс 2 равно 4. Вот такой вот маркетинг. При этом при 2 мегапикселях можно выбрать качество записи в 25 кадров в секунду, чего вполне будет достаточно. Ну а вот так у нас выглядит ночное видение. Полностью в темной комнате, в абсолютно темной комнате, мы видим все отлично. Проблем никаких. При этом давайте посмотрим, что там творится у хомяка. Как видим, даже в полной темноте можно что-то рассмотреть. Так как эта камерка работает от USB, нам ничего не мешает запитать ее от пауэрбанка. И здесь мы в моменте можем посмотреть, сколько данная камерка кушает через такой вот тестер. А кушает она в среднем 0,4 ампера в обычном режиме записи. А если еще и включить инфракрасную подсветку, мы перекроем экран
Вот включилась подсветка. И получается в районе 0,6-0,7 ампера. Вообще, что же касается подсветки, здесь у нас идет 8 светодиодов, и они комбинированные. Все 8 могут светить просто прожектором, и все 8 могут светить в инфракрасном диапазоне. И то, и другое. И тем самым подсветка получается достаточно дальняя. То есть мы будем видеть в темноте очень даже хорошо. Ну что, вот такая вот интересная игрушка, дорогие друзья. Очень интересное решение, что уже можно питаться от обычного USB кабеля, в данном случае USB Type-C. Это облегчит нам задачу по питанию, где-то воткнул блочок, протянул от него длинный провод, и все, камерка висит запитанная, либо от пауэрбанка. В общем, в любом месте, где есть 5 вольт, любой USB, везде можно будет запитаться, и это удобно. При этом, как мы видим, присутствуют абсолютно все необходимые для нас функции. И Human Shape Detection, и отправка на электронную почту и на FTP сервер по тревоге. Все это есть, поэтому моделька достойная, можно брать. Есть разные комплектации на 5, на 4 и на 2 мегапикселя, в данном случае 4, но, как мы выяснили, это 2 плюс 2, опять же волшебный маркетинг, то есть 2 и 2. Хоть они и работают каждый отдельно, но почему-то и указали 4. Ладно, как есть. А так, в принципе, все окей, все устраивает. За цену в районе $30 просто бомба. Поэтому рекомендую. Ссылка на данную камерку будет в описании. Ну что, дорогие друзья, а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!